через 2 года любой, просто голосом надиктовав в чат GPT в приложении, сможет сделать все то же самое, на что сейчас у тебя ушел месяц, чтобы только это настроить. Все сейчас продают курсы по вайп-кодингу, как настроить клод-код, подборки каких-то скиллов, каких-то промптов, курсы по промпт-инжинирингу. Вот это вот вся тема. И я смотрю на этих людей, которые это продают и которые это покупают, и думаю, ребят, ну вы, конечно, совершенно не теми вещами занимаетесь в жизни, потому что это просто все абсолютно вымирающие направления. Что промпт-инжиниринг, что вайп-кодинг, что все эти скиллы, все вот этого не будет уже через год-два, и в этом видео я расскажу, что же будет и почему, и чем вообще сейчас стоит на самом деле заниматься, если мы хотим как-то на ИИ теме заработать, да, если мы хотим как-то на эту всю ИИ волну подсесть, да, потому что это достаточно неочевидные вещи, которые, чтобы мне понять, мне пришлось пройти через все вот эти грабли вайп-кодинга, скиллов, всех этих промптов, second brain, вот этих экзоскелетов для мозга, короче, все вот это, все тренды, что есть по клод-коду, я это все на себе прямо сейчас проживаю и расскажу, что очень важно понимать прямо сейчас. Есть некий порог входа в мир, где ИИ реально делает за тебя работу, где он реально сокращает тебе время на какие-то действия, закрывает какие-то задачи, где ты создаешь с помощью него проекты. Тебе нужно разобраться в том, что такое клод-код, что такое кодекс, что такое ИИ-агент, да, что такое скиллы, что такое терминал. То есть вот очень много таких технических каких-то вещей тебе нужно изучить, да, особенно если ты не технарь, чтобы использовать ИИ на полную. Например, мне, чтобы сейчас реально себе автоматизировать кучу областей жизни, пришлось потратить неделю на то, чтобы разобраться, что такое второй мозг, что такое вики для ИИ, да, то есть как мне построить ему вот некую единую систему контекста, да. И теперь мне реально Клод вот стал как персональный ассистент, и как бизнес-ассистент, и как личный ассистент. Он все про меня знает. И мало кто вообще на это готов, мало кто в это пойдет, да. То есть в основном люди сейчас что делают? Правильно, они саботируют. Они говорят: сложно, много есть способов саботажа, обесценивания, да? Ой, этот ваш ИИ, полная это все хрень, да это вообще пузырь, кто-то просто ленится, да? Просто ленится, типа, разберусь, да, важная тема на хайпе, надо разобраться, и ему уже где-то 1,5 года, ему надо разобраться в этом. Но есть маленький процент людей, таких любопытных, таких. Это пчела-разведчица, да, вот есть у пчел, в улье есть такие пчелы-разведчицы, которые летают и исследуют новые горизонты, да, новую там полянку с цветочками, да, там какие-то новые, там это, в общем, вот эти пчелы-разведчицы, это сейчас вот те, кто занимается вайп-кодингом, кто строит себе вторые мозги, там и так далее, то есть вот те люди, которые на пике всего и хайпа сейчас что-то пытаются делать, строить, ошибаться, какие-то продукты, какие-то там эти B2B SaaS founder, вот это все. Вот это вот эти пчелы-разведчицы. Но почему такой маленький процент вот этих людей, которые сейчас этим занимаются? Потому что есть порог входа. Да? И кажется, то, что сейчас, если ты прошел через все вот эти круги ада, и ты разобрался в том, как использовать клод-код на максимум, как установил все скиллы ему, там, которые ты, значит, нашел, то ты такой весь из себя крутой, ты на хайпе, на волне, ты шаришь, ты вообще молодец. И в принципе, да, прямо сейчас ты молодец, ничего не могу сказать. Но проблема в другом. Проблема в том, что со временем все это трение и все эти технические сложности будут просто улетучиваться. То есть пройдет буквально год-два, и для того, чтобы делать те вещи, которые ты сейчас делаешь с клод-кодом спустя
там месяцы изучения всех способов его использования, экспериментов, разных там промптов, моделей, подходов к его использованию, чтобы вот ровно на том же уровне, да, получать ценность и пользу от. И не нужно будет знать вообще ничего. Ты будешь просто открывать приложение, условно, типа как там вот чат GPT сейчас, да, вот все уже как-то привыкли им пользоваться, более-менее заходят, вопросик задают и что-то получают. Так вот скоро для того, чтобы, не знаю, создать под ключ какой-то сервис, какой-то продукт, сайт, тебе не нужно будет знать, в каком сервисе это делать, как подключить хостинг, да, там, к этому сайту. Это все будет под капотом. То есть человек будет буквально заходить в чат GPT, говорить ему «сделай сайт», и он будет через 5 минут получать ссылку на сайт. Да, максимум, он, не знаю, он будет сам тебе присылать «оплати $5 вот за домен». Типа он тебя даже не будет перенаправлять на какой-то сайт, где нужно купить домен. Ты будешь прямо вот в приложении покупать этот домен, и все. И у тебя будет полностью готовый сайт. И ты будешь также через чатик его править. Ты не будешь видеть никаких файликов с кодом, никакого терминала, вообще ничего. И поэтому все вот эти технические сложности, которые ты сейчас научился преодолевать, которые тебя отделяют от той группы людей, которая еще до сюда не дошла, которые ленятся, которые не пчелоразведчицы, все это уйдет. И они будут иметь ровно то же самое, что умеешь ты, если это единственное, что ты научился за время того, как вот ты сейчас вайп-кодишь, да, и так далее. И вот это очень важно понимать. Я недавно к этой мысли пришел, сначала стало немножко грустновато. Думаю, то есть неужели вот это я? То, что я тут нагородил себе весь этот second brain с 500 MD файлами о том, кто я, там моя стратегия, конституция и все остальное. Вот это все, получается, я зря что ли сделал? То есть вот это все просто будет не нужно. И на самом деле вот эта первичная такая немножко грусть, она потом развеялась. Я, собственно, поговорил про это с Клодом. Вот и с другом мы пообщались на эту тему, который тоже этим всем интересуется. И к чему мы пришли? Что да, именно технические все навыки, как установить терминал, там Клод-код, как, значит, там гид, все вот эти репозитории, вот это все, это действительно будет не нужно. Но что остается? Остается то, что продолжит тебя отделять от всех остальных. Это понимание вообще, что и как строить. То есть тебе же, чтобы построить что-то ценное, какое-то, не знаю, приложение, за которое будут платить, но тебе нужно понимать, что строить, понимать, как оно должно выглядеть, видение. То есть от того, что пропадет техническое трение, видение того, как сделать, вот чтобы это было вот это видение, это уникальная вещь. Второе, это, конечно же, да, если мы говорим, например, про тот же second brain, который я себе построил, сама система с файликами, она будет не нужна. Но что я туда заложил? Информация обо мне, моя стратегия, мои цели, принципы, там, конституция жизненная, подход вообще там, к работе. Какие-то такие вещи, которые у меня формировались годами и которые раньше просто там пылились в Notion и никак не использовали, а сейчас я их просто принес к Клоду, чтобы он все это учитывал в процессе работы. Вот эти вещи, это же нужно понимать, как строить личную стратегию своей жизни. Да, как бы. Это не то, что уйдет. То есть человек, он сможет попросить, да, там, Клода или чат GPT помочь ему это простроить. Но чтобы попросить его помочь тебе простроить личную стратегию, нужно вообще осознавать, что у тебя, как у человека, как у индивида, должна быть личная стратегия, да? А это не изменится с избавлением от вот технического трения. То есть ключевое, что тебя будет отделять от общей массы, это на самом деле это мышление, это способность системно мыслить, понимать, что приоритетно, что не приоритетно, что главное, что второстепенное, что ценно, что не ценно. Вот эти вещи. А это исключительно насмотренность, это вкус, это опыт, который у тебя есть, да, после там всего, что ты строил на протяжении всех своих лет. Вот эти вещи, они заменяются гораздо сложнее, чем там то, как настроить терминал. И
Поэтому, возвращаясь, да, к там, строительству продуктов, то есть если сейчас, чтобы построить какой-то там сайтик, не знаю, какой-то SaaS-продукт, тебе нужно, да, преодолеть вот это первичное техническое трение, значит, там установить себе клод-код и все такое, и уже, да, достаточно много людей, которые это делают, но все еще далеко не все, не большинство, то через 2 года любой, просто голосом надиктовав в чат GPT в приложении, сможет сделать все то же самое, на что сейчас у тебя ушел месяц, чтобы только это настроить. Но от того, что человек построил продукт, зарабатывать деньги он не начал. Зарабатывать деньги человек начал тогда, когда он построил правильный продукт, а это у него есть кому этот продукт продавать. У него есть аудитория, у него есть трафик. Без трафика ты уже прямо сейчас в полной жопе. Это стало очевидно. Сколько сейчас людей занимается вайп-кодингом, где миллиардеры вайп-кодеры? Нету их, потому что, может быть, скоро будут, это парочка будет, но в большинстве своем это мертворожденные продукты, то есть они никак не монетизируются, потому что чтобы монетизировать продукт, тебе нужен трафик и тебе нужна аудитория. А набрать аудиторию и получить трафик тебе, к сожалению, ИИ-агент сильно не поможет. Да, он тебе может раздать миллион советов, как получать трафик, но он за тебя не пойдет и не снимет видео на YouTube. Он за тебя не пойдет, не поговорит с людьми, не сходит на мероприятия. Эти вещи он за тебя не сделает. И поэтому на самом деле мысль, к которой я все это вел, что сейчас нужно думать не про то, как преодолеть техническое трение. Это все побочные вещи, в этом нет ценности. Ценность, она в том, что с появлением вот этого ИИ-агента, который все без технического трения делает, останется ценным. А это, в первую очередь, конечно, это аудитория, да? Во вторую очередь, там твой опыт, насмотренность и все вот это, но опыт и насмотренность – это побочные эффекты того, что ты что-то делаешь. Поэтому, конечно, не нужно останавливаться сейчас, закрывать это ноутбук и все, я ничего не делаю, жду, пока что-то произойдет. Нет, ждать ничего не надо. Надо делать прямо сейчас. Просто не думать про то, что ты сейчас вайп-кодишь, вот это ценно. Это не ценно. Ценно то, какой опыт ты в процессе этого приобретаешь. И ценно то, что ты должен прямо вот это сейчас документировать, выкладывать в интернет и набирать аудиторию. Потому что вот именно аудитория, это будет самое дефицитное. Самое дефицитное будет аудитория. Тот, у кого будет аудитория, у того будет клиент, у того будут деньги, у того будет возможность построить продукт и его сразу продать, да, сразу, под него получить клиентов. Вот эти вещи, они будут ценны. И поэтому я, например, для себя сейчас выбрал первичный фокус не на то, чтобы строить какие-то продукты для внешнего мира. Типа вот я великий предприниматель, увидел проблему вот этой группы людей, я строю под них продукт. Нет, это не работающая история, если у тебя нет аудитории. Я решил то, что я буду с помощью клод-кода, я буду практиковаться, и я буду строить продукты для себя в первую очередь. То, что мне облегчит работу. Например, я сейчас построил с помощью клод-кода для себя полностью автономную машину по продакшену YouTube контента. То есть вот просто, чтобы ты понимал, вот это видео, которое я сейчас снимаю, я когда его досниму, я исходник отправлю в Клод, и он сам его смонтирует, вырежет все паузы, вырежет все неудачные дубли. Он сам напишет описание для этого ролика, которое будет в описании YouTube, сделает обложки, сходит в другую нейросеть, сгенерирует обложки. Он нарежет сам шортсы и рилсы, сам потом их выложит в YouTube и в Instagram. Вот эти вещи я автоматизирую. Мне не нужно для этого ни человек, ни монтажер, ни самому на это время тратить. Это продукт, у которого есть один пользователь, но я капец какую ценность с этого получаю. И, кстати, я потом планирую продукт этот как-то потихоньку вывести на рынок, дать сначала друзьям это все дело оттестить, потому что много есть желающих вот эту систему конкретно получить. Но вообще, кстати, хорошая тема под себя строить продукт, потому что если у тебя есть проблема, значит, у кого-то еще эта проблема тоже, скорее всего, есть. Вот, но все равно нужна аудитория. Поэтому у меня вот фокус на строительство продуктов под себя. Построил для себя второй мозг, который супер мне облегчил вообще кучу всего, там и финансы все учитывать, и здоровье, и там нетворк мой, и так далее. Вот построил эту систему там для монтажа YouTube. Еще у меня есть несколько вещей, которые я строю, в телеграм-канале про это рассказываю. Вот. И, конечно же,
все это направлять в контент, то есть снимать YouTube, рилсы, все остальное, набирать аудиторию, потому что аудитория – это незаменяемая вещь. Ну, как бы я бы хотел вот это все услышать месяц еще назад. Мне это все инсайты где-то за последний месяц пришли. До этого я думал, что я сейчас построю продукт с помощью вайп-кодинга, и я стану миллионером где-то примерно, ну, вот уже к текущему моменту я должен был быть миллионером. Пока еще нет. Вот, поэтому подписывайтесь на канал. Здесь вообще, ну, вы поняли примерно, про что этот канал. Вот. Я делюсь опытом своим построения проектов, бизнеса, ведения Ютуба и вообще мыслями насчет будущего и того, что сейчас важно, а что второстепенно. Пока.